Наскільки великий вплив на загальну ситуацію можна зробити наші нові ракети «Паляниця»? Ну, вот, ну и, наверное, вообще это, скажем так, это для россиян, я думаю, будет этот ответ, потому что там российские боты, когда прибегают и говорят, вот это вот то, что в Торопце, вот это все взорвалось там и так далее. Сегодня там еще один в Краснодарском крае, еще один склад рванул, очень красиво. Что, как это влияет на, ну, собственно говоря, по состоянию дел на фронте? Потому что это же рвутся большие там артиллерийские склады, там, как у нас в Вечне рвануло, ну, 30 тысяч, да, 30 Да. тысяч, это примерно 700 тысяч выстрелов 122. Ну, это неплохое количество. Ну, как бы это не то, что прям Россия растеряла всего. Ну, процентов конечно. 10 они, скажем так, годового объема они потеряли. То есть месячный примерно настрел у них взорвался за один, как говорит Мадьяр, бадабум. Угу. Ну, хорошо, хороший результат. Но не то, что прям все, вот после этого там все рухнет. Нет, ну, месячный объем их БК, ну, так интерполировано, потому что у них там и ракеты рванули, еще что-то там. Ну, я просто 30 тысяч тонн перевожу, как бы 123 снаряды там, и примерно так понимаю, сколько у них в среднем настрел в день по всему фронту. А как ты вообще вот оцениваешь соотношение, скажем так, между нами и россиянами по артиллерии? Потому что вначале, мы помним, у нас было очень мало выстрелов на начальном этапе Ну, войны. как раз наоборот, вначале у нас было чем пострелять. Ну, в мае, я просто помню, май 22-го, май это не начало, май это уже как бы, уже мангуст сдох, да. Понимаешь, а пока мангуст не сдох, у нас было чем пострелять, то есть мы его замочили как бы теми запасами, которые еще не взорвали на складах. Там. Ну, потом, когда бои за Лисичанск шли, за Северодонецк. Потом, когда затяжные массивные бои пошли, да, у нас все это кончилось. Да, там соотношение было, ну, чудовищное просто, у них там 1 к 10 к 20, там, да. Да, вот. На днях, по-моему, неделю назад Зеленский говорил о том, что там на Покровском направлении, где кризис был, соотношение удалось там сократить, там, условно, 1 к 2, там даже как бы там, да, между нашей артиллерией. Ну, у них больше, в 2 раза, там, в 2-3 раза больше, но не 1 к 10, там, да. Вот, ну, ты знаешь, может быть и так. Я ж могу об этом судить так субъективно, да, то есть с ушами. Ну, по моим ушам, да. То есть мы где-то не больше, чем в 2 раза, да, у нас сейчас разрыв. Ну, скажем так, по ленивой линии фронта. Там, где они, конечно, идут проломом, там у них, ну, они огневым валом идут. То есть такие места есть, где они там шли, да. Ну, и там кабы в значительной степени. Кстати, большое оттягивание боеприпасов шло на Курщину. Потому что там плотность войск значительно меньше, эффективность стрельбы значительно меньше, а остановить наших гусар как бы чем-то надо. Поэтому там идет очень большой и неэффективный расход боеприпасов. Неэффективный, потому что плотность войск ниже существенно, чем на Донецком направлении. Вот, поэтому туда часть оттянулась, как бы, БК. Ну, то есть, короче говоря, ситуация изменилась для нас в лучшую сторону в сравнении вот с тем сложным периодом войны, там, да, и плюс как вот приход западной техники, ну, там, 3 семерки, там, вот эти вот все, паладины всякие, которые понаехали, это, они стали существенным фактором или все же это, конечно, да? Конечно. Тем более, видишь, мы все вперлись там рогом в эти 155-е калибры, да, вот все, кто не это самое, кого из утюгов, из всех кричат про снаряды, чешские инициативы, там все такое, это все очень важно. Блин, но эффективность на фронте мин выше, чем вот этого всего. Понимаешь, это все нужно для чего? Для того, чтобы громить тылы там на больших расстояниях. То есть вот эти вот системы нужны для того, чтобы там громить их там 20-30 километрах от ЛБЗ, да. Ну, в 15, хрен с ним, да. А у нас сплошь и рядом огонь по переднему краю ведется там 155-м калибром. Сука, по переднему краю. Ну, мы эти гвозди забиваем микроскопами. И говорим, у нас микроскопы заканчиваются, подвозите еще. Понимаешь, вот эти вот мы уже разбили, давайте еще подвозите микроскопы. Вот это вот со 155-м калибром. То есть это очень... А молотки мы не делаем, потому что, я повторюсь, на них красть сложно. Ну вот я делаю только один вывод, что причина в том, что на них красть сложно. Мины, все знают, сколько стоят. Понимаешь, есть огромная конкурентная среда, и ты там впарить мину там, по двойной цене, ну, как бы тебя сразу вычислят. Понимаешь, есть аппетиты у коррупционеров и норма, скажем так, коррупционной прибыли, что называется, да. В мину ее не засунешь. Поэтому никто ими заниматься не хочет. Нет другого объяснения.
цену можно там в ведрах крови вычислить, да. И в неэффективности то, что то, что надо было молотком забить, мы микроскопами забиваем. Они у нас заканчиваются, стволы стираются, понимаешь, там снарядов в мире как бы не столько. То есть на нас смотрят и думают, идиоты, блин. Ну, если вам нужно 1 000 000 гвоздей забить, то что, надо теперь 1 000 000 микроскопов выпустить, заказать на заводе микроскопов, понимаешь? Ну, вот так вот у нас все происходит.